Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, поделиться нашим видео и включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых видео. Привет, мои дорогие подписчики! Полиция останавливает по пути автомобиль с беженцами. Когда женщина в машине с беженцами пугается, Фарах успокаивает ее и спасает от захвата всех находящихся в машине. Когда Али Каан ругает и сердится на место, куда их привели, приходит Тахир. И между Али Кааном и его дядей вспыхивает большой спор. Али Каан Фарах забирает свои амбиции у беженцев рядом с ним и уходит. Стакан, который бросил Тахир Али Каан, вытек с пола с помощью газеты, и он передал его Фарах, сказав, что он не будет жалить вашу руку. Фарах и все пришедшие с ней беженцы взялись за работу и занялись уборкой. Одна из работающих там женщин приходит к Фарах и спрашивает, может ли она пойти к ней домой, где у нее ночная работа. Фара соглашается пойти на него работать. Фарах приходит домой и говорит Генюлю, что ей нужно идти на работу ночью. Сын Фары встревожен, и дома у него есть возможность укрыться. Чтобы увидеть сына, он сначала принял душ и помылся, а потом пошел к сыну Кериму. Хотя Керим очень внимателен к своим сверстникам, играющим на улице, он ведет себя так, будто ему все равно, потому что он не может играть. Пока Керим и Фара разговаривают, у Керима начинается приступ кашля. Выходя на улицу, Генюль встречает Альпа. Но он прощается с Альпом Генюлем и говорит, что торопится и едет в Анкару. Фарах прибывает в обещанное место для ночлега, но там никого нет. Он также начал клининговый бизнес. Во время работы звонит Генюль и говорит, что Керим хочет ее услышать, и они разговаривают. Али Каан пристегивает пистолет к поясу и выходит из машины, и они следуют за Альпом в район, где служит Фара. Когда Али Каан заставляет Альпа бросить работу, они начинают драться. Когда Фарах слышит голоса, она смотрит на них через щель. Хотя Тахир приходит и говорит ему опустить пистолет, Альп застрелен. Фарах была свидетельницей всего этого. Сказав, что Тахир Альп мертв, а его счет оставлен на будущее, Али заставляет Каана замолчать. В этот момент на телефон Фары приходит сообщение, и мужчины, которые слышат голос, находят ее. Поскольку Али Каан все видит, он спрашивает Тахира, что с ним делать. Тем временем Фарах умоляет меня никому ничего не говорить, пожалуйста, оставьте это. Фара видит, что Таир убежден, когда он рассказывает, как очистить пятно крови, которое невозможно удалить, и как не оставить пятен. Тахир, который послал Али Каана и его людей, просит Фарах взять его телефон и вымыть пол. Убирая пол, Фарах нашла и спрятала окровавленную записку. Затем он вышел оттуда с Тахиром и посадил Тахира Фараха в машину. По дороге Фарах хочет узнать, что у нее очень болен 6-летний сын, и что с ним делать. Тахир не отвечает ни на один из его криков, и когда Фара спрашивает, где он живет, Фара пугается, поэтому он выпрыгивает из машины и убегает в пробки. Фара приходит к ней домой, но ей очень страшно, она думает, что Гону – это Таир, и волнуется. На следующий день полиция находит тело Альпа в лесу. Альп – брат комиссара Икс, и он говорит, что Альп работает под его началом в секретной миссии. Пока Фара спит со своим сыном, Генюль подходит к дверному звонку. Каждый раз, когда Фара стучала в дверь, она чувствовала беспокойство и страх. Они надевают защитную одежду и отправляются в больницу для госпитализации Керима. В больнице Фарах и ее сын Керим идут к врачу и проходят обследование. Тем временем полиция начала поиски убийцы Альпа. Керим очень хорошо показал себя в контроле. Однако врач до сих пор лечил Керима без регистрации. Сейчас найден донор для выздоровления Керима. Однако, чтобы все действовало по закону, Фарах также должна получить гражданство. Когда процедуры закончены, как только он выходит из больницы, он видит человека Тахира и вбегает внутрь. Он поднимается наверх и убегает через выход оттуда. Однако Тахир и его люди шаг за шагом следуют за Фарой.
Фара приходит домой и глубоко вздыхает, но она очень суетлива. Тем временем Фарах, которая была беспомощна перед желанием Керима, внезапно разозлилась. Когда Керим очень расстраивается и начинает плакать, Фара тоже очень расстраивается, утешает Керима и отправляет его в свою комнату. Однако в это время Фара видит пистолет на своем телефоне. И в то же время Керимшах кричит, что кто-то находится в его комнате. Когда Фарах с криком приходит в комнату Керимшаха, Тахир находится в комнате Керимшаха. Поболтав некоторое время с Тахиром Керимшахом, они входят внутрь с Фарах. Фарах очень волнуется и сердито просит Тахира не трогать ее сына. Тахир злится на Фару за то, что она сбежала. Когда ее спросили, почему она убежала, Фара ответила, что убежала, потому что была слишком напугана. Тогда она в гневе просит его покинуть его дом, и тогда он берет стоящую в сторонке ружье и угрожает Тахиру. Однако, когда Тахир видит Фару в таком виде, он просит его застрелиться из пистолета. Фара нажимает на курок, но пистолет разряжен. Затем Тахир предупреждает Фару, чтобы она никому не рассказывала о том, что она видела. И, увидев плачущую Фару, протягивает ей платок и уходит из дома. Тем временем в полицейский участок приехал отец главного комиссара. Они выходят вместе и говорят об Альпе. Тем временем, пока Тахир в пути, капитан сзади просит его включить сирены и остановиться. После того, как Тахир останавливается, суперинтендант подходит к машине и задает вопросы об Альпе. Тахир говорит, что давно не видел Альпа и хочет послать суперинтенданта. Однако суперинтендант очень зол на смерть его брата, вытаскивает Тахира из машины, надевает на него наручники и арестовывает. Однако, поскольку он понимает, что Таир ничего не сможет сказать в отделении полиции, он заключает его под стражу и просит остаться там на день или два. С другой стороны, Фарах каждую минуту волнуется после прибытия Тахира. Когда суперинтендант возвращается домой, Генюль приветствует его. Как только он приходит, он сразу упоминает Альпа. Однако, когда суперинтендант говорит, что Альп мертв, Генюль немедленно отправляется к Фараху. Дома Перихан, жена экс-комиссара Архана, тщетно болтает. На следующее утро пришла мать Альпа Семиха Ханем, ударила суперинтенданта и спросила о ее сыне. На самом деле Альп – полицейский с секретным заданием. Услышав крики Семихи Ханем, Фарах и Генюль немедленно выходят. Когда Фарах берет Семиху Ханем, которая находится в очень плохом состоянии, и сидит в стороне, она видит изображение Альпа в руке Семихи Ханем. Фарах стало еще хуже, когда она увидела, что человек, свидетелем ее смерти, был Альп. Тем временем адвокат Тахира приходит в полицейский участок и выводит Тахира. Однако, когда капитан видит эту ситуацию, он очень злится. Несмотря на то, что люди вокруг него хотят успокоиться, капитану больно. Когда Тахир видит, что суперинтендант действует на своих эмоциях, он подходит и еще больше раздражает капитана. Тем, кто с ним, очень трудно сдержать капитана Мехмеда. Тем временем Фарах приходит в полицейский участок, когда узнает, что произошло. Хотя он очень беспокоился о том, что его личность не установлена, он пришел в полицейский участок, чтобы признаться, несмотря ни на что. Мехмед, с другой стороны, очень зол на то, что Тахира отпустили к суперинтенданту. Пока Фара ждет суперинтенданта, Тахир уходит. Пока Фара ждет, ее тревога возрастает. Между тем, когда он видит Тахира, идущего с другой стороны, его тревога еще больше возрастает. Особенно после того, как Тахир замечает Фарах, Фарах в страхе покидает полицейский участок и быстро возвращается домой. Тахир, с другой стороны, послал своего человека в дом Фары, чтобы забрать Фарах и Керимша. С другой стороны, когда Фарах приходит домой, она берет Керимшаха и в панике покидает дом. В этот момент к дому подошли люди Тахира. Однако дома никого нет. Фара ушла из дома как раз вовремя. Люди Тахира сообщают Тахиру, что не могут найти Фарах и Керимша дома. Фара первой приходит на свое рабочее место и забирает деньги.
Его цель – покинуть город. Тахир приходит к Каану, чтобы поговорить о ситуации. Каан очень волнуется. Тахир объясняет ситуацию и уходит от Каана. Он понял, что Фара сбежала, и догадался, что может сбежать за границу. Поэтому он звонит своим людям и говорит им посмотреть на автобусную станцию. Фара изо всех сил старается утешить Керимшаха. Так как они быстро сбежали из дома, он отходит в сторону и сообщает Генюлю, куда идет. Пока Фарах садится в автобус, ничего не подозревая, вор с одной стороны и люди Тахира с другой следуют за Фарах. Мехмед, суперинтендант, продолжает расследовать смерть Альпа. В частности, он узнает из телефонных записей последнее местонахождение Альпа и переезжает в это место. И понимает, что от запаха в окружающей среде делается детальная очистка. С другой стороны, когда автобус, в котором находилась Фара, остановился, вор, сидящий позади него, забрал деньги и ожерелье из своей сумки и убежал. Когда Фара понимает это, она немедленно выходит из автобуса и проверяет место. Тем временем он видит вора, подходит к нему и просит только его ожерелье, но мужчина толкает Фарах вниз. Фарах бьется головой о землю и теряет сознание. Очнувшись, он оказывается в больнице. Керимша рассказывает о событиях. Когда он видит, что его мать говорит об ожерелье, он достает ожерелье из кармана и отдает. Фара рада найти ожерелье. Выйдя из больницы с Керимшахом, подъезжает машина. Внутри кто-то ранен. Так как Фарах врач в Иране, он видит пострадавшего и по его действиям понимает, что происходит. Когда он понимает, что врач в больнице не заметил ситуацию, он тут же идет и говорит ему, что делать. Доктор беспомощно удовлетворяет просьбу Фара. Фарах немедленно вмешивается в дела раненых, и оттуда ее отправляют в более обширную больницу. Фара идет с ними. Однако он не понимает, что человек, которого он лечил, это Адиль-бей, отец Али Каана, который застрелил Альпа. Фара очень удивлена, увидев перед собой Али Каана. Пока Адиль-бея сажают в вертолет, он просит Тахира найти и доставить Фарах. Тахир сначала не может понять. Однако, когда он поворачивается спиной, он очень удивлен, увидев перед собой Фару. Фара и Тахир снова встретились лицом к лицу. Когда Фара убегает от Тахира, каждый шаг приближает ее к Тахиру. Вы можете поделиться с нами своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в других видео. Береги себя. Пока.